Тарам-пам-пам. Мне на 2 закрыть. Заходим. Милости просим. Сейчас надо везде свет повключать. Идем. Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. И сегодня я хочу вам рассказать, как сделать вот такой ремонт, потративший на материалы всего 170 тысяч рублей. Сразу хочу пояснить, что это не чей-то там ремонт, это квартира наша, конкретно моего отца, матери. Ну, новая новостройка была, сделали ремонт под сдачу. Теперь она сдается, уже здесь на лето жильцы были, сейчас она опять сдается. Кстати, милости просим, город Новороссийск. Контакты я оставлю в описании. Кто приедет в Новороссийск, звоните. Вот такая вот квартирка вас ждет. Здесь мы делали так, как хотели. Здесь меня никто не поругает, никто мне вот так вот пальчиком не погрозит, почему здесь криво, ровно, здесь так, здесь не так. Здесь просто делали, как хотели. И вот, чтобы сэкономить, начинаем мы с чего? С того, что вот эти стены все, они вообще ни одна стена в этой комнате не штукатурена. Здесь максимум, что сделали, это подровняли под правило низ вверх под потолок. Углы где-то подтянули, все. Остальные стены это просто шпаклеванный бетон. Где-то тут какие-то стены были от застройщика заштукатурены. Повернись-ка в коридор, сейчас покажу. Единственное, куда мы навалили большой слой, здесь позавалены стены были в этом коридоре очень сильно. Вот только на коридор и на санузел ушло 80 мешков штукатурки. Да, это единственное, что... Ну, штукатурка была самая дешманская, цементно-песчаная. Все здесь подровняли. Ну и нормально. Итак, сделали вот такие декоративные покрытия. Это все не дорогие там какие-то покрытия специальные. Это все сделано из простого ротбанда. То есть, покажи поближе вот так на просвет, может с этой стороны, как это все смотрится. Вот, это все обычный ротбанд. Конечно, как это сделано было... Ну, не было времени снимать, это все делал Санька, по-свойски нам за месяц весь этот ремонт сделал, остальную мелочевку, даже я просто работал, у меня времени не было на другом объекте, я тут что помогал, там розетки какие-то раскидать, и все, что я сделал, это еще вот этот полотенцесушитель припаял. Все, больше мною здесь было сделано, мною здесь больше ничего не было сделано, остальное все делал Саня. Потолочник тоже знакомый, по-свойски за 18 тысяч мне вот эти 40 квадратов натянул. И кто еще? Еще сантехник, мой знакомый, тоже здесь нам помогал все это делать. Ну, естественно, отец мой что-то здесь пытался, тоже ковырял, помогал делать. Дверника тоже наняли, но это чуть попозже, подробнее вам все это расскажу. Это все сделано из ротбанда. Покажи, ну, здесь пойдем карту мира посмотрим, как она исполнена отсюда, вот так на свет покажи, как это сделано. Это тоже все из ротбанда сделано. Ничего не равнялось, никакие стены не штукатурились. И вот с этой стороны тоже такая красивая стеночка получилась. Просто вот такие вот линии. Не знаю, как она правильно называется, волна, наверное, сбоку покажи. Но еще в другой комнате там посимпатичнее она смотрится. Все полы в плитке, самая дешманская, там, по-моему, рублей 700 она стоила. Все в керамограните, все полы, потому что квартира под сдачу, не надо линолеум, не надо ламинат стелить, это все такие опасные покрытия, которые легко царапаются и рвутся, поэтому плитка, все. Если даже что-то там, я не знаю, что тяжелое упало, кирпич, который родил, расколол, то плиточку заменил и все нормально. Поэтому, кто делает квартиры под сдачу, я не рекомендую вам делать ламинат, линолеум. Короче, делаем плитку и все, самую дешманскую керамогранит берем и делаем. Двери тоже самые дешевые двери, это обычные деревянные двери в Леруа, в Бауцентре или в Леруа, я уже не помню, где они покупали. Все, сам залакировал, отец мой залакировал, все, единственное, мы двери сами не устанавливали, тоже монтажника вызвали, он, по-моему, те 2 двери воткнул и все. 3 двери воткнул, все, тоже чуть позже расскажу, сколько это все стоит. Кондюки, все БУ, кондиционер 1, кондиционер 2, все бушное, все покупалось бушное. Мебель, кровать БУ,
Была у меня, кстати, мне кто-то отдал, я уже не помню, знакомый мне когда-то отдал. Вот мы ее сюда втюхали. Вот эти диваны, покажи один, покажи второй. Вот эти диваны тоже по десятке. Покажи вот этот диван. Вот этот диван один, и там второй стоит. Это один диван стоит 10 тысяч рублей, бэушный. Но они в отличном состоянии. Зачем новое по сдачу покупать? Здесь кухню тоже сварганил отец, все своими руками. Сам здесь фартук положил из плитки, что такая же, как с пола, половая. И вот это все смастерил отец своими руками, тоже это все в копейки обошлось. Вот такой холодильничек поставили, не надо брать сюда что-то огромное такое, это не нужно. Приезжие приехали вот сюда, какую-то колбасу положили, пиво и все, больше ни хрена тут не надо. Моечка стоит, все. Ну и санузел, естественно, тут тоже не стали все в плитку, хотя можно было все сделать в плитку, не так-то уж это дорого все обошлось. Тоже плитка самая дешманская, там тоже под 700 рублей или 600 вообще она стоила. И то только в мокрой зоне плитка, душевой поддон. Кстати, не берите, здесь мы немножко лоханулись. Не надо его брать, потому что дешманский, металлический, хреново он двигается, прогибается. В общем, проще было бы просто из плитки поддон сделать и все. Все, здесь мокрая зона в плитке, остальное все, вот то же самое, все из Ротбанда сделано и простой грунтовкой загрунтовано. Для того, чтобы она не пачкалась и не отпитывалась влагой. Пару раз грунтовкой прошли, все, как бы защитный слой дали. Кстати, нет, здесь вот эта стенка покрашена, и сверху она загрунтована. То есть стены все крашены и сверху еще раз загрунтованы. Вся сантехника дешевая. Кстати, вот еще хочу сказать, Индезит машинка тоже десятка. БУ в отличном состоянии, 10 тысяч. Все, купили, забыли. Раковина, унитаз, все самое дешевое. Все, на ножке стоит обычная раковина и обычный унитаз. 2500 или 3000, по-моему, стоит, уже не помню. Ну, зеркальце, это все понятно, это вся сантехника. Это вся сантехника, все самое дешевое. Все, но смотрится, когда оно новое, все отлично и хорошо. Плитка вот такая пока стоит. Ну, может быть, потом когда-нибудь врежем сюда индукционную какую-нибудь. Ну, пока такая и нормально. Здесь вот точно такой же диван. Мы их 2 штуки сразу купили. Покажи, ну, 10 тысяч. Вешалочка стоит. Ну, может быть, в скором времени надо какой-то шкафчик сюда поставить. Балкон, сейчас уже темно на улице, но он тоже, в принципе, прикольно сделан. Вот, здесь тоже Саня имитацию кирпичика сделал. Все в белый цвет покрасили, потому что белая краска самая простая. Взял, купил белую краску, подкрасил, и никаких проблем нет. Все тоже пол керамогранит, здесь кирпичик из Ротбанда сделанный. Вот такой кирпичик здесь, где светло, покажи, вот на этой стене есть. Вот этот кирпич. Все элементарно, просто, все это копейки стоит. Но это копейки стоит для меня, потому что Саня мне по-свойски сделал. А так, если, конечно, кто-то вам будет делать, это не совсем дешево, короче, обойдется. Если сами будете делать, все, вам только купить Ротбанд, мешок, и все, и погнал. Эти линии, все это прорезается, все это вручную, там, пальцами где-то подмазали, и все. Вот здесь эти линии мне больше всего нравятся. Тоже все элементарно просто. Берется терка для короеда, в ней вырезаются вот такие, как сказать, гребеночки такие, пазики. Накладывается слой штукатурки и просто стягивается этой теркой. И получается вот такая тема. Как бы, наверное, сбоку будет лучше видно, так просто покажи. Ну. Ну и вот в целом квартира, все. Я же говорю, на материалы ушло 170. Я сейчас это все продиктую, чтобы вам было понятно конкретно куда тоже повесили картинку. Мама, наверное. Так, все, вот полочка для обуви. Но здесь какой-то шкафчик, просится шкафчик, ладно, может быть его поставят. Или вешалка здесь будет, не знаю. Короче, хата только это сделалась, они только вот 1 месяц поздавали. Это Новороссийск, напомню, цены здесь такие, космос. Эта квартира сейчас стоит здесь, сейчас уже просто темно, а может быть завтра приеду и днем покажу, какой вид с этого дома. Здесь до моря ровно. Отмерено 150 метров до моря. То есть ты приехал, если на отдых, здесь живешь, 150 метров прошел, здесь пляж, море. Я вам покажу еще попозже. Ну и хаты здесь тоже не дешевые. По-моему, на сегодняшний день я уже даже не знаю. Я не буду врать, сколько стоит, но, по-моему, в районе 5 лямов вот эта однушка сейчас стоит. Если не больше. Не буду сейчас ничего говорить, потому что не знаю. Надо посмотреть ценники. Но чем ближе к морю, тем, соответственно, квартиры дороже. Ну а здесь что? Вот эта мебель куплена. Я не знаю, сколько она стоит, поэтому
Я не буду говорить. Но вообще мебель здесь ни при чем. Мебель вы можете потом уже какую хотите. Я вот сейчас просто хочу рассказать, что вышло по материалу. Вот смотрите, по сыпучке. 80 мешков штукатурки взяли дешманской, 12 тысяч. Штукатурки гипсовой тоже там 10 мешков, по-моему, 3 тысячи. Клей плиточный 8. Ну плюс затирка 10 тысяч. Краски тут всего на пару рублей вышло. Плитка. Ну плитка вся в 35 тысяч. Это, наверное, самое дорогое, но это самая дешевая плитка. Потом потолки. Мне пацанчик сделал, мой знакомый, с которым я работаю, 18 тысяч он взял эти все потолки вместе с работой. Сантехника, раковина, поддон, но это все равно он покупать в любом случае, всю сантехнику брать, это где-то 20-ка выйдет, самую дешевую. Двери, сама дверь, по-моему, там 6 тысяч или сколько стоила. Ну, в общем, примерно с установкой, но я почему-то считал, что двери, было 3 двери, то есть получается 6 на 3 это 18, установка там 3500, это 10, короче. 21 500. Почему 21 500? Нет, 3 двери, 6, 3 на 8 это уже 18, это 20 это как минимум, плюс все доборы, все это около там 20 чем-то, плюс установка. Короче, это с установкой где-то 32-33 тысячи, наверное. 3 двери, 3, не одна. 3 двери в 30 тысяч там обошлись, 30 может с копейками. Точно уже я не помню. Кухня, фартук, столешница, это все тоже там рублей 20-25, наверное, вот так. Холодильник я не знаю сколько стоит, но это к ремонту как бы особо не относится. Ну и Саня по-свойски, короче, за месяц всю вот эту отделку сделал, то есть стены, полы, все это он замутил за 60 рублей. Мне, если вам будет делать, будет 160. Так, диваны я уже рассказывал, 20 тысяч 2 штуки. Телек, ну телек был, телек, короче, домашний, он бесплатный. Пылесос, тоже там рубля 3 вам выйдет. Ну, в общем, суть в чем? Вышло все материалы, которые требуются для ремонта вместе с дверями. И с кухней я даже посчитал. То есть самое все необходимое. Без мебели, без телевизоров, там такой мелочевки. 170 тысяч это все получилось. Вся вот эта хрень, то есть диваны, кровати, там пылесосы, стиралка, шкафчик. Ну это все еще там 60. То есть я даже округлил это все. Получилось, ну, максимум 250 тысяч. 250 тысяч это с мебелью. Вот и вы хотите сдавать квартиру за 250 тысяч, но это только своими руками. Потому что если вам кто-то будет все это делать, я думаю, что это до 500 дойдет. Это точно. Ну а так, если вы с руками дружите, с левой, с правой, все нормально у вас, вот, пожалуйста, 250 рублей, 1000 рублей. И вот такой ремонтик можно сделать. Вот просто обзорчик, да, и вот еще раз, чтобы было понятно. Здесь очень все так красивенько сделано, в принципе, я не знаю, до чего тут доколупаться, не до чего. Ну и заодно мы все это проэкспериментировали, как карту мира сделать, все это бесплатно, не надо ничего покупать. Все, просто ротбанд, покраска и сверху еще грунтовка для того, чтобы краска, потому что не самая дорогая, дешевая краска, чтобы немножко как бы усилить это покрытие. То есть вы грунтовкой прошли сверху и немножко создали еще плюс дополнительный защитный слой. Я еще, наверное, забыл сказать, что тоже электрика вызывали, не было времени, тут что-то он раскидал, щиток подключил, но там тоже что-то десятка делов, я уже не помню. Да, конечно, но я это все округлил, я же вам сказал, что вообще на материалы 170 ушло, тут типа диваны все это 60, ну вообще 230 получилось. Ну я, может, что-то забыл, поэтому я округлил, еще 20-ку сверху наболтал, вот и получилось 250 тысяч, да все. Но материалы, еще раз хочу сказать, посчитаны точно. 170 тысяч рублей. Все это обошлось. Что вы думаете по поводу такого ремонтика? Просто мне интересно мнение людей. Мне нравится, Сане нравится, мой оператор наш. Люди приезжают тоже с разных городов, нравится вся вот эта вот фигня, херня, не знаю, как ее назвать. Ну, интересно, в общем, необычно. Вот и свое мнение жду от вас в комментариях.
Вот такой вот был сегодня необычный обзорчик нашего ремонта. За просмотр всем спасибо, всем пока. Не забываем поставить палец вверх. Приехал через пару дней на квартиру, чтобы показать вам вид, я обещал, с окна. Но, к счастью, наверное, или к радости, уже квартира сдалась, поэтому мы туда попасть не можем. Вот я вышел на переходной балкон, это 15 этаж. И покажу сейчас вам вид. Сейчас камеру только заберу у оператора. И вот такой город Новороссийск, а вот вид с этого дома. Ну, шикарная панорама. Конечно, с окна там, с квартиры не такой вид, потому что там дом соседний загораживает. А это вот с проходного балкона открывается вот такой вид на бухту Новороссийска. Красота, лепота.